Всем привет! Ну вот представляю вам бюджетный самогонный аппарат, созданный из медной трубки, которая покупается у ребят, которые устанавливают кондиционеры. Можно, конечно, от холодильника взять, проще у них 200 рублей примерно получается, 1,8 метра надо для этого всего. Дальше взята старинная скороварка, такая вот, несколько хомутиков, переходничок, мы его одеваем вот так вот, и собственно газ поджигаем, у нас начинает это внутри все бурлить, газы поднимаются, выходят от медной трубки и капают. Я уже подготовил тару под верха, которую мы, конечно же, пить не будем. Тут уже вот у меня чуть-чуть есть. Это с 2 перегонок получилось. Сейчас я вот буду делать третью и как раз вам покажу, как это все будет происходить. Ну вот так вот я заливаю, примерно половина, чуть больше браги, чтобы у меня была пустота, для того, чтобы образовывались газы, которые будут выходить у нас как раз через медную трубку, и уже, собственно, будет получаться наш будущий приятный напиток. Ну а сейчас снова закрываем и готовим. Газ зажгли на самый минимум, стоит там на самый-самый. Можно было бы еще поменьше, но меньше здесь не делается. Сейчас ждем минут 15, наверное, пока это все дело закипит внутри. И из этого волшебного краника потечет волшебная жидкость. Ждем дальше. Вот. Потекло. Минут 15, наверное, у нас разогревалась на плите наша скороварка. И пошло. Сейчас нам надо дождаться грамм 50-70 верхов соберем, и потом поставим уже большую тару и будем в нее заправлять наш волшебный напиток. Вверхов даже запах такой идет ацетоновый какой-то, ну, не совсем приятный. Не спеша пока. Дальше пойдет быстрее намного. Ну вот так вот я поставил банку. С одной скороварки, с такой, получится где-то примерно вот так вот. Всем привет, ребят. Мне посоветовали добавить марганцовочки чуть-чуть в первак, который я сделал. Буквально что покрасилась вода. И вот это все простояло. Ну вот уже второй сутки стоит. Смотрите, что происходит. Видно хорошо, да? Это все в кале как перхоть. Ну так и сказали, что перхоть такая будет. Ее надо будет потом процеживать. Вода стала, прям, мягко говоря, уже желтая. Завтра будем все дело фильтровать, я покажу, как это делать. Ну и сразу, наверное, перегоним на вторичку, посмотрим, что получится. Давайте, до завтра. Всем привет, вот прошла ночь, наша жижа стала еще прозрачнее, перхоть уже вся внизу. Вот это. Сейчас нам надо ее отфильтровать. Я сделал вот такую вот штуковинку из 5-литровика. Удобная вещь. Порекомендовали местные ребята, как это все делать. Ничего сложного. Вставляем диск, закручиваем. Тут засовываем еще дисков. Сказали, не надо угля пока добавлять, но я все-таки сделал активированный уголь. Вот такой вот. 4 таблетки размолол, бросил туда, сверху еще пятаков вот этих вот ватных дисков. И сейчас буду это все дело переливать и после этого разбавлять таким образом, чтобы у меня получилось где-то примерно 25 градусов алкоголя. Потом надо будет добавить еще сахара по пол чайной ложки в каждую из банок. Ну, я сделаю 1 к 1. Сейчас увидите, как это будет происходить.
Ну вот я перелил, процесс, конечно, не самый быстрый. У нас то на выходе получается прямо чистый-чистый самогон. В отличие от такого вот желтенького, да, который здесь. Угольный фильтр весь мой развалился. Ну, что теперь поделать? Будем так делать. Первый раз, первый блин комом льется. Дальше ждем. Ну, вроде видно, да? 50 градусов. Идет, все отфильтровали. Сейчас нам понадобится бутылка воды. Я взял такую получше, которая вода была в магазине. В магните купил. Это святой источник. Сейчас будем ее разбавлять до тех пор, пока что у нас не получилось с вами. Так вот, 50 градусов. Будем разбавлять до тех пор, чтобы у нас получилось примерно 25 градусов. Ну, 1 к 1, то есть разбавляем. Ну и дальше я добавлю сахара по пол столовой ложки в каждую банку. То есть я разделю вот это дело все пополам. Сейчас покажу. Ну вот я разделил пополам, абсолютно ровно. Теперь надо посчитать, сколько нам надо залить сюда воды. Здесь же у нее низ идет у банки такой круглый, и поэтому можно не рассчитать. А хочется сделать все в точности, чтобы получился напиток у нас правильный. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы берем кружку, льем вот так вот по линию, типа пол-литра. Заливаем. Пенится. Еще. Это у нас уже 2 кружки получилось. Теперь берем 3-ю кружку, создаем. 3-я кружка. Оу! Грамм 20 я разлил. Ну, бывает. И в 4-й кружке у нас получилось вот так. То есть это нам надо раз, два до кубика. Туда же делаем. Получается 3 кружки и еще 4-я до кубика. И все, сейчас мы будем заливать воду в таких же пропорциях. Но я, наверное, все-таки вот последнюю кружку не буду доливать сюда. Проверю сначала на плотность именно алкоголя, сколько это получится. И там уже дальше будем делать. Должно получиться примерно в 2 раза слабее, чем у нас сейчас. Было 50 градусов, должно получиться около 25. Ну вот сейчас не особо видно, наверное. Так, сделаем. Оп. Ну 25-30 градусов. Все, это я сделал верно. Я то есть взял 1 к 1 разбавляем. 1 к 1 разбавляем, получается все как положено. С этой банкой аналогично делаем, тоже показывать. Ой, сколько пахла получится, класс. Ну вот, мы разбавили водой, получилось у нас 2 банки. В одну баночку я уже кинул сахар. Сейчас во вторую буду кидать, вот столько сахара взял, ложки. Поставим сюда же. Сейчас нам надо это все дело будет перемешать. Ну, перемешиваем, конечно, не такой ложкой, это такой будет долго очень. Берем большую ложку и перемешиваем. И после этого уже в самогонный аппарат. Дальше до этого дойдем. Все, заливаем нашу барматуху с сахаром. Да. Ну, короче, у нас 2 банки, будут 2 гонки. Вот так вот. 2 гонки у нас произойдет. Все, сейчас ставим, закрываем на плиту. Газ убавляем на минимум. Ждем до тех пор, пока у нас не пойдет отсюда
первые капельки. Я специально взял баночку на 100 грамм. Хочу выгнать наверхов около сотни. Уж не стал показывать, как началось там все капание. У нас уже почти 100 грамм. В общем-то, этого достаточно. Это верха, которые мы не используем. Мы их выльем в старую баночку, которую мы уже использовали до этого. И сейчас возьмем другую банку и начнем в нее уже капать все остальное. Решил выйти на улицу, показать вам, как это вообще выглядит. Это вот две перегонки, получилось чуть меньше 1,5 литров. Но на самом деле в домашних условиях он получается небольшой мощности. Это где-то примерно градусов на 65, максимум 70. Вот, сейчас будем дальше производить различные процедуры. Закинул немного активированного угля. Вот он начинает работать там. Видно, что вот там что-то с ним происходит. И немного лаврового листа. В Краснодаре он такой очень красивый, вкусный. Но можно засунуть любой, абсолютно, который вы хотите. Он соберет всю сивуху, вот эту, и будет запах прямо приятнейший. Хотя сейчас, честно говоря, уже на 6-м этапе перегонки, вот этой вот, он уже классный. Все, на этом я заканчиваю. И просто это дело все закрываю и оставляю, ну, еще хотя бы на несколько дней. Может быть больше, ну, оставлю пока на неделю. Потом посмотрим. Стопудово буду пробовать и пробовать, пока, короче, наверное, не произойдет чудо. Вот такая вот штука. Смотрите, какая кристальная жидкость у нас получилась. Сутки она фильтровалась, таблетки, угольный фильтр и лавровый лист. Сейчас мы это дело снова фильтруем в банку новую, заливаем. И после этого начинаем разбавлять и получать уже нужный нам градус. Ну а дальше у нас будет следующее с вами. Это текила.